Говорю, у меня на работе были пара мыслей, думал, что записать, как там, почему. Чуть-чуть пейзажев. Ну, красота, конечно, небо прям сегодня, но шикарно. Солнце так вообще, как будто я загорел, хотя это не так. Оставайтесь с нами. Если вы смотрите сейчас в данный момент YouTube и видите этот мод, значит вы на канале Драйвер. Так, за бортом, как обычно, для начала сходка температуры. За бортом спортивный 21 градус. Кавасаки еще не понял, что на улице теплее, чем в гараже. Точнее, егошний термометр. О, пробег 13 800. Красота. Так, ну что, переходим к теме. А тема такая. Я сейчас двигаюсь именно туда, откуда и началась наша жизнь в Германии. За 20 лет многое что случилось. Самое первое, на что могу сказать, я сильно за 20 лет изменился, мое мировоззрение изменилось. Но я думаю, это все связано, конечно же, с кругом общения и со всем остальным. Именно сейчас я буду выдвигаться в ту сторону, в принципе, откуда все и началось. Наша жизнь, наш первый городок, где нас встретили, приняли. Кто приехал в 2000-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, про что речь, про какой городок идет речь. Если кто не знает, я думаю, я его, наверное, в описании про этот городок чуть-чуть поставлю. Именно туда мы двигаемся сейчас, выдвигаемся. Я хотел просто показать вам, я 2 года назад с женой на машине прокатился, когда у нас был свободный денек осенью. И он один из последних действующих на территории Германии остался. Есть еще в Хамбурге там, да, но вот этот вот находится за 150 километров от нашего дома. И получается, он один из последних действующих, который вот на большую часть, я про него там читал еще. Я вот, когда мы 2 года назад там, практически 2 года пролетело, да, я там был назад с женой, и мы это посмотрели, понаблюдали со стороны, нахлынули воспоминания, и в то время я так пару дней об этом думал и успокоился. Но теперь, когда дело подходит к 20-летию, я думал, надо что-то такое сделать, чтобы прям на память то, что вот как у нас это все начиналось, потому что дети мои как бы по документам немцы, они родились-то здесь совсем еще недавно. Я отец трехкратный. Где вот дела?
Сейчас я по дороге в ту сторону запишу чуть-чуть, потом оставлю чуть-чуть для микрофона, для записи, для попозже. Красота, поля уже обработали несколько раз. Я сейчас не буду вам говорить просто в камеру, какой месяц, иначе это вообще не даст никакого смысла. Ну, это разорвет всю картинку, потому что видео должно выйти в апреле. Потом, ой, какая ты красивая, смотри, она даже не посмотрела. Да, надо же смотреть, когда машину объезжаешь чуть-чуть. В первую очередь добраться, потому что уже как бы 4 часа дня, а драйвер как бы на работу ходил, ну, как бы тоже время забрало, пока домой вернулся, первая смена, там надо, я сейчас еще, чтобы себя пободрее чувствовать, свеженький душ принял, не кушал, только воды попил, потому что если еще начнешь кушать, придет усталость, можно уснуть. Я лучше где-нибудь потом что-нибудь в пути перекушу. Говорю, у меня на работе были пара мыслей, думал, что записать, как там, почему. Так, ну чё? Стоит. Не знаю. Я резко сбросил скорость, мы заехали в населенный пункт, и вот здесь в кустах может стоять полиция. Не могут, может. Если что-то буду неправильно говорить по-русски, это еще одно подтверждение тому, что я живу здесь не 2 года, а 20 лет. Это нормально, у нас так все говорят, к сожалению. Ну потому что я в неделю, в данное время, если бы не YouTube, потому что сейчас я на YouTube начал там опять там, хотя бы общаешься, на разных языках общаюсь, но я имею в виду в рабочие будни вот эти вот, если вот считать чисто работу, то русский язык присутствует у меня 10%, все остальное немецкий. Мне, я не знаю, так повезло сейчас, ну или не повезло, я даже не знаю, как это правильно сказать, как бы русских нету, то есть по-русски прям потрещать, что прям в рабочее время, если повезет, то 2 человека на всем заводе, а то и 1. И то он говорит еще хуже, чем я, потому что он еще больше проживает здесь, чем я в Германии. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all... Что такое? Я еще не уехал никуда толком. Мне еще ехать сколько, он какой грязный будет. Ладно, не поздоровался. 120 километров. И вот я уже у цели, мне остался километр, в принципе. Ну вот я решил теперь включить вторую камеру. Мотоцикл нагрелся. Хорошо прям. Сейчас едем, там вентилятор уже не успевает, бедный. Это такие были повороты. Я столько тракторов сегодня обогнал, как, наверное, за весь сезон мой 21 года. Столько сегодня было тракторов. Так, мы подъезжаем на камеру Чпокс Фридланд. Кто приехал 20 лет назад в Германию, 25 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, 2 года назад, для него это место должно было как-то остаться в памяти, запомниться и так далее. Мы сразу заезжаем в деревню и сразу же находимся на той самой улице. И вот слева стоят там дома. Сейчас мы поедем, пешком пройдемся. Вот церковь. В церковь мы ходили, там напротив была столовка, Красный Крест и так далее. Да, вот сразу памятник стоит. Вот здесь и стройку. Здесь начали стройку, представляете? Здесь вот это все. Там что-то строят, новый барак какой-то. Офигеть, посреди этого. Так, ну вот. Здесь он контрольный пункт. Там вот люди сидят, походу девочки из России. Я не знаю, нам может туда ехать, нет? Там еще сейчас из Афганистана приехали. Да, вот с Афганистана что здесь люди. Пожалуйста. Да. Надо мне, блин, навигатор выключить. Замолчишь-то? Да. Вот это все вот. Вот 2 года назад здесь уже было, в принципе, тишина. Опять движняк пошел. Вон автобусы с России стоят. Калининград. 39 руса, 64 руса, я не знаю откуда это. Так, ну вот. Короче. И вот, когда мы приехали в Германию, вот это наше было первое место. Самая первая деревушка, куда мы попали. Здесь мы также находились, гуляли и так далее и тому подобное. Это проходило 3 дня. Прошло 20 лет. Здесь 20 лет назад все машинами было заставлено. Народу было прям тьма тьмущая, потому что в день приезжало там по несколько автобусов. И вот мы тогда приехали с женой здесь посмотреть, вот полностью машины, вон забитые матрасами, вон еще тут один лагерь там и есть. Да, там и школа, и все иностранные языки. Вот церковь, мимо церкви мы ходили, вон там напротив как раз таки где-то пункт был. Ну вот у нас тут товарищи из Афганистана. Я это слышал по радио, что их взяли сюда. Так, в принципе, вот здесь вот дорожка новая я вижу. Деревушка, просто тогда это для нас было все. Прям, вау, нифига себе, мы тут в Германии, там так все красиво. Сейчас я приезжаю, ну как, это деревня, да, надо не забывать, по крайней мере, что это деревня. Я вот так, допустим, я вот здесь остановлюсь. Это хочу сделать. И вон там вот эти вот слева бараки, там получается и живут народ. Когда мы приехали в Германию, вот здесь вот ходили, через зебру переходили.
Вон памятник стоит тем, кто возвращался назад. Там колючка, все символично. В начале деревни есть большой Манмаль, стоит памятник, очень большой. И здесь он строится, смотри. Обалдеть. Я не думал даже. Будет новый, уже из кирпича. Потому что в следующие года тут еще будет много-много беженцев. Ну вот сейчас, кроме того, что здесь вот на Манмаль можно идти пешком. Вот, Хаймкерер Манмаль. Вот там слева все вот эти вот лагеря. Так, здесь заехать нельзя. Ну вот там, короче, вот это вот все. Это что тут такое? Сумки замотал. Ну он. Люди с Афганистана. Пожалуйста, ходят в магазин. Видишь, быстренько они здесь оказались. Вот, Эдека-магазин. О, я ее помню. Я вот этот магазин помню. Это же вообще было. Манмаль, Фридланд. Гренц Дурхгангслагер. Вот кто был здесь. Вот эта вот деревушка вам на память записал. Вот все стоит до сих пор еще. Вон тут у этого чувака там имбис, да? Что у него там есть? О, смотри, будочка. Можно будет перекусить чуть-чуть.
Я. Чуть-чуть подзамочился, помятый, не пугайтесь, там сзади вечернее солнце. Сейчас надо так развернуться. Вот, так вообще солнце палит. Ну вот, посетил мимо так проездом лагерь. Просто хотелось показать наше первое место, первая деревушка, первое знакомство с Германией. Ну, по новостям сказали, там принимают людей с Афганистана. Так оно и получилось. С Афгана присутствуют люди, видно. Ну и наших видно за километр. Был сейчас там купил донора, покушал. И встретил наших русских, которые, в принципе, вот сейчас, на данный момент приезжают. Это не зря один из последних активный Гренцдурchgangslager, то есть которые через границу переезжают на постоянное место жительства, именно по документам, по каким-нибудь там семейным, по корням, как у нас было там с поздней переселенцы и так далее, там по еврейской линии. Но дело даже не в этом. Дело в том, что все это работает, существует. Сейчас еще пару кадров запишу. Время подходит, мне поджимает. Не хотелось бы в потемках прям домой пилить. Ну тоже, я еще первую смену работал, устал чуть-чуть. Вон там едут велосипедисты, вон там спортсмены. Офигеть, можно. Полетели. Сразу видно, вот у людей вот есть чем заняться. Взяли велосипеды и полетели. Вообще не парятся. Чуть-чуть пейзажев. Ну, красота, конечно, небо прям сегодня, но шикарно. Здесь, в принципе, равнина, на велосипедах много кто ездит. Да, красота. Пару фотографий увидите в Инстаграме. Кто зайдет в Инстаграм, увидит. Там где-то вон воздушный шар летал. Вон там. И вон здесь. Сейчас, вон там видно Манмаль. Я фотографию тоже поставлю, но, к сожалению, туда идти. Может, мы как-нибудь приедем на машине. Я все-таки туда дойду пешком. Я запишу обязательно для канала, чтобы все посмотрели. Потому что это не каждый знает, а именно этом памятнике. В каждом городе есть какой-то, который какие-то за собой события несет и так далее. И в этот раз не исключение. Вот Фридланд. Получается, вот. Вон там вот эта все деревушка. Я сейчас отъехал пару километров всего лишь. Но тут такие пейзажи. Я не мог проехать мимо. Взял, остановился. И, соответственно, надо было сделать фото. Ну что, я пару минут отдохнул. Выдвигаюсь в путь. Ну, сколько камера выдержит моя мелкая, я запишу. Вот из-за того, что вот я хотел очки взять, не взял, я не могу смотреть, мне еще надо привыкнуть смотреть в эту точку, а не туда. Так что извините, повспоминал чуть-чуть про Фридланд. Но я думаю, второй фильм будет повеселее, потому что там есть тоже что показать интересное. Солнце так вообще, как будто я загорел, хотя это не так. Кому было интересно смотреть, можете это в комментариях написать. Ну, конечно, это только полбеды, но если вы посмотрели с начала до конца, это вообще отдельная благодарность всем. Сразу закреплю в комментах. Всем благодарочка, кто смотрит, потому что вы поддерживаете, вы даете сил делать дальше. Я хотел за год попробовать, если получится, в течение года набрать первых 100 подписчиков, что самое трудное на ютубе, тогда я останусь. Но получилось. Раз первая сотня есть, прям ровно в год, даже чуть раньше, мне кажется, неделя-две раньше, я просто это осознал поздно. У меня несколько каналов, у меня работа, семья, и
В один прекрасный момент у меня просто был на канале скачок с 90 до 120. Я когда реализовал, уже пролетело все. Сегодняшнее видео было посвящено Фридланд. То самое место для очень много тысяч человек, кто приехал в тот или иной период в Германию. Ну, я думаю, так последние 25 лет. Мне память не изменяет, да, с последних 25 лет. Все действует, это действующий лагерь остался, все отлично. Одеваем шлем, берем вот эту штучку, вот эту вот. Катим домой. Домой мне примерно, у меня горло прямо аж это. Где-то 140 километров минимум. Так что сейчас покажу еще кое-что. Надо где-то на заправку заехать. У меня вон вот это вот. Про это в последние 50 или 60 километров, да. Здесь тоже чуть-чуть есть, но это правда чуть-чуть. На скорость не влияет. Резина нагрелась прям кайфово, она до сих пор еще тепленькая. Здесь, кстати, да, тоже вот в обзоре в моем первом показывал. Сейчас информация вылезет. Вот эту вот штучку так вот открутил. И было намного удобнее ехать в том плане, то, что амортизация последние, наверное, 50-40 километров. Столько полей, всяких колхозов. Вот в повороте я умудрился поймать на успуф, вот, на глушитель, вот. Он еще горячий, ой-ой-ой, какой он горячий. Вот, на глушителе муха. У меня еще такого никогда не было. Всегда горшки были чистые. Это получается в повороте, что ты наклоняешь, вот в повороте зацепил. В этом фильме с вами был я, Фридланд и закат. Мы не уезжаем в закат, мы едем в ту сторону, мы не уезжаем там навсегда, мы двигаемся только домой. Оставайтесь с нами, будет еще одна часть, и там уже следующий пункт после Фридланда, куда мы дальше двинулись. Второй пункт в Германии. Это я тоже буду записывать обязательно, так что ждите. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
back a year ago.